Всем привет! Вы на канале Охота в России. Сегодня собираюсь на охоту на самца сибирской косули. Едем на границу с Казахстаном в Курганскую область. 3 дня было подготовки, день на стрельбище. Сейчас еще раз поедем на стрельбище, потому что, на мой взгляд, надо еще потренироваться и пристрелять наш новый прицел, чтобы уже на охоте было все точно и четко. На эту охоту Дмитрий берет новый прицел Сваровский ДС со встроенным дальномером. Особенность этого цифрового прицела в том, что его можно точно настроить в соответствии с баллистическими данными вашего карабина и патронов. Все данные вносятся в приложение для смартфона. После настройки и пристрелки оптика автоматически выводит точку прицеливания. На стрельбище у охотников возникли непредвиденные сложности с пристрелкой. Потратив 2 пачки патронов, им так и не удалось добиться результата. После каждого выстрела карабин выдавал бессистемные отклонения до 15 сантиметров. Запланированная охота оказалась под угрозой срыва. Но Дмитрий принял решение не отменять поездку, а попытаться пристрелять новый прицел уже на месте. К тому же старый прицел был пристрелен. Все, босс, поехали? Сева, ты куда поехал? Папа, С папой поехал? А куда папа поехал? баба, Бах-бах поехал папа, да? На охоту поехал папа? Сева поедет на охоту? Бах! Поедешь? Сев? Да? С папой поедешь? Ты же маленький еще. Там же мамы нет, соски нет. Как на охоту доехать? Нет, Сева, подрасти немножко и потом поедешь, ладно? Маму охраняй здесь с оружием, ладно? Пока. Пока. Сев, пока. Пока. Местом для охоты было выбрано охотхозяйство Большекаменное, расположенное в живописной местности, окруженной многочисленными озерами на границе России и Казахстана, в 600 километрах от Екатеринбурга. Ну что, 550 километров мы уже проехали, осталось еще ровно 50. Дорогу мы покажем, что 30 секунд она у нас прошла или 50, на самом деле 7 часов. Николай, ты что такой стеснительный стал сразу же с камерой? Друзья, это мой друг, товарищ, очень хороший парень, его зовут Николаевич. Ржачный, уморный чувак и охотник. Тут надо было не так сделать. Надо было представить так, что, как знаешь, это темная лошадка. Бескрайние поля, перелески, косули здесь много. Курганская область — это самое большое место в мире по концентрации сибирской косули. Порядка 140 тысяч особей на 2018 год. Но реально, я думаю, что больше. Это больше? Больше, раза в 3. Мне кажется, нельзя каждое хозяйство занижает показатель. Они не то что занижают, они согласны повысить их, но народ приезжает, но они получают же определенную квоту-то определенную дают. Понятно. Но это согласно все равно к общему количеству дается. Понятно. Ну, реально больше, потому что я думаю, что браконьерским способом добывается, если дается квота там 11-12 тысяч особей отстрел в год, то уверен, что отстреливается раза в 2 больше. Очень много сбивают на дорогах. Да ладно, отстреливают гораздо больше, Нет, чем отстреливают, сбивают. да, я имею в виду все равно какой-то процент сбивают на трассах ночью. В целом все равно обстановка лучше стала, чем раньше была. Раньше на одну лицензию по 5 косуль били, я слышал. Было и такое. Ну, как сказать, вот, допустим, ход хозяйства было департамента. Ничейные, значит. Ну, скажем, да, департамента. И получалось так, что на определенный ход хозяйства приходилось там, не знаю,
до 100 охотников. Заходили маршруты, сдавались эти маршруты, показания животных. И, скажем, на 100 человек давалось 15 косуль на отстрел. Ну, Понятно. этому правилу, конечно, никто не соблюдал. Каждый брал хотя бы по Каждый, 3. ну, скажем, минимум по одной на человека все равно брали. Да Ну, ладно, минимум. Нет, это Я самый думаю, что- минимум. Вот, допустим, их бригада, 2 человека, им дали косулю на двоих. Они себе в любом случае по косуле отстреляли. За этим мало кто следил. Короче, косулю били безбожно, а сейчас косуля появилась даже в Шалинском районе Свердловской области. Парень недавно снял, как орал козел. Такого никогда не было. На моей памяти это впервые, что там появился козел. Это говорит о том, что косуля, в принципе, благодаря там последним 5-10 годам, которые увеличилось количество инспекторов, мероприятий по охране и так далее, когда раздали сейчас все это в аренде, все охотугодия, ну практически все, соответственно, все следят за тем, чтобы косулю отстреливали только за деньги, поэтому следят, ездят и так далее. Заводятся уголовные дела, также ужесточили уголовную ответственность, поэтому косуля начала размножаться, что аж пришла в Шалинский район Свердловской области, где ее никогда не было. Охотники прибывают на место вечером, чтобы успеть выспаться. Охота на косулю проводится в утренние и вечерние часы, потому что в это время косуля выходит кормиться в поля, а днем отдыхает в лесу. База, на которой расположились охотники, представляет из себя обычный деревенский дом. Но зато есть доброжелательный персонал, а на столе ждала вкуснейшая деревенская еда, приготовленная заботливой горничной. Вот так вот нас кормят здесь. Посмотрите, какая мяско, картошечка, все такое натуральное, домашнее. Как только забрезжил первыми лучами рассвет, охотники уже готовы ехать в поля. В этот раз проводник – сам владелец охотхозяйства Александр Иванов. Чтобы не рисковать, на утренней охоте Дмитрий использует свой старый прицел Сваровский Z6. Самка с детенышем. И снова самка. Эх, молодой самец. Прошли где-то порядка 6 километров, но пока без добычи. Жара, косуля уже ушла на лёжку. Очень тепло. Вот еще вчера, позавчера был ветерок, было комфортно.
Все только как всегда же, только начинается охота, открылась, все это 30-ка. И уже сколько лет так. Чехи стали ездить с 2014 года. Там всегда так, они приезжают и 30, как всегда жара. А те вообще, знаешь, приедут, наденут на себя этой одежды теплой. В Россию уже поехали. Им да, уже за танку, 60 танку лет надо, там да. мужики идут, с них льет все. На УАЗике едешь, он очень удивляется. Почему так? Объясните мне, на улице такое тепло, а в машине включена печка. Мы ему пытаемся объяснить, что если мы печку выключим, УАЗик будет кипеть. Он говорит, где кондиционер в этой машине? Форточку ему открываешь, руку высунь, вон там кондиционер. Ну, по крайней мере, я очень доволен, что это такая настоящая ходовая охота. Она из трофейных охот, наверное, самая легкая, но, тем не менее, получаешь удовольствие от прогулок, от пейзажей, от запахов. Ну, видели порядка 30 особей, из них, наверное, 20 где-то особей козлов. Каких-то слышали, каких-то видели, но стрелять не стали, поскольку ни один из самцов не представлял трофейных качеств. Нам нужен трофей. У нас план 2 или 3 трофея с самыми большими и красивыми рогами. Сюда же поедем вечером, Александр Да Федорович? нет, В другое место? тут видишь много молодняка. Мы здесь гоняем, в основном загонные охоты проводим здесь. А раз загонные охоты проводим здесь, стреляем в основном самцов и сигалетка. Угу. То есть, конечно же, какой-то процент мы их выбили. И ветра нет совсем, тепло. Комара практически нет, ему выходить не надо. Он какие-то там самок гоняет туда-сюда маленько по кустам все это. Почему не видим? Ну что ж, это охота, и не сразу Москва строилась, поэтому будем ждать вечера и хорошего трофея. Днем охотники отправились на озеро Лебяжье, посередине которого проходит граница. Один берег находится в России, а другой в Казахстане. Здесь Дмитрий решил попробовать еще раз пристрелять новый прицел, так как возникло предположение, что нарушен баланс из-за установленного на карабине дульного тормоза-компенсатора, или в простонародье банки, про которую Дмитрий рассказывал в предыдущем фильме про охоту на сурков. Со старым прицелом банка работала идеально, но при настройке прицела Swarovski DS в приложении в смартфоне требуется указать модель карабина. Прицел знает его заводские технические характеристики и автоматически калибруется. Но установленная банка увеличивает вес карабина и нарушает баланс. Девятка на 3 часа, практически в десятке. Удалось пристрелять карабин только вот в поле. У него очень умные мозги, и мы не учли простой момент, что, к сожалению, вот такой прицел, скорее всего, с банкой очень сложно создать группу. То есть очень сложно его пристрелять. Разброс был раньше непонятный, там, до 15 сантиметров, то есть до 5 минут. Но когда мы поняли, что действительно лучше снять ее, сейчас все пули ложатся четко в десятку. Наконец охотники заметили хорошего трофейного самца.
450 метров. Пока Дмитрий готовился к выстрелу, слева появилось еще 2 самца на дистанции 225 метров. Дмитрий решил не рисковать и выбрать цель ближе. Все, по месту вообще. Кровь прям брызгала. Ну смотри, стреляй второго. Оба. Все. Я уйду, это ебашь. Готов он, босс. Готов. Нашел, молодец. Вот у этого хорошие рога. Да. А, обломанный. Ну, правильно. Он сначала, значит... Крутовой тоже обломан. Да? Один. Да, это были не самые достойные трофеи. Рога у них были сломаны. Оба самца стояли боком к охотнику, и при этом ракурсе обломанный рог не был виден. Отличным трофейным экземпляром оказался тот, что стоял дальше, справа, на дистанции 450 метров. Позже его удалось добыть другому охотнику. Красота и мощь рогов удивили даже бывалых охотников. Видишь, тот, который стоял дальний, это вот даже глазом было видно, что рога большие. А зачем вы тогда мне говорили, что нормально стреляй? Не-не-не, это Димка кричал нормально стреляй. Николаич, А? ты зачем меня с панталыгу сбил? Стреляй! Я же первый раз на охоте. На трофей. Аж шапке моей стало смешно. Косулю вижу. Сегодня утром первый раз увидел. До этого только гусь. Сутки. Знаете что? Много лишних выдвижений делаем. Вот если бы это молодые тупорылые, а был бы хороший, он бы сразу ушел. Да. Очень много шевеления от нас. Старайтесь меньше руками шевелить. Ну или хотя бы поплавнее. Как лебедь. Но Ну что ж, в любом случае спасибо. Уже прикольно. Друзья, а теперь конкурс. Хозяин охотхозяйства Большекаменный Александр Иванов предоставляет одну лицензию человеку, который напишет в комментариях самую интересную и смешную историю с охоты. В следующем видео мы выберем с ним самый лучший комментарий и с этим человеком свяжемся, и у него будет возможность приехать сюда и насладиться природой и охотой. Дмитрий остался недоволен своими результатами. Но впереди было еще 2 дня охоты. Возможно, ему удастся взять достойный трофей.